Всем привет, меня зовут Люба, вы на моем канале о вязании. Сегодня мы вяжем интересный узор, называется он ажурные жгутики. Так выглядят отдельные элементы этого узора. Узор можно использовать как полностью для изделия, например, детского изделия. Таким узором можно связать снуд, джемпер, кардиган, в общем, все что угодно. Можно взять из этого узора для планки свитера, например, или джемпера, например, вот отдельный элемент, отдельный жгутик. То есть можно брать не целый узор для изделия, а как вот одну отдельную дорожку. Смотрится он интересно, такой необычный. Хорошо этот узор подойдет для вязания летних изделий, несмотря на то, что это жгутики, то есть вязание может показаться немножко плотноватым за счет перекрещивания петель, но за счет вот этих вот ажурных отверстий узор как бы облегчается. Это изнаночная сторона. Интересный в исполнении узор, но он не сложный. Я люблю несложные, простые, быстрые в исполнении узоры, поэтому какие-то замысловатые ажуры иногда не хочется вязать, но хочется что-то такое интересное, помимо лицевой глади, например. И можно связать вот такой красивый ажурный жгут. Образец я хочу связать из пушистой пряжи. Здесь мохер на хлопке. Вот такая она, не сильно пушистая. И посмотрим, как этот ажур будет смотреться в пушистой пряже. Для образца я наберу 12 петель. Кромочные входят в этот счет. Раппорт узора составляет 4 петли. И кромочные петли входят в этот счет. То есть я наберу 12 петель, включая кромочные. И в высоту всего 4 ряда. Набираю обычным способом 12 петель. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Одну спицу достала и начинаем вязать с первого ряда. Итак, кромочную петлю я вяжу лицевой, край закрепили, и далее 2 петли вяжем изнаночной петлей. Далее нас интересуют следующие 2 петли. Первую петлю мы пропускаем, следующую петлю мы вяжем лицевой за заднюю стенку. Вот эту первую петлю нам нужно сейчас провязать за переднюю стенку. То есть как бы у нас получился перекрест. Далее 2 изнаночные. Следующие 2 петли нас интересуют. Сначала вторую мы провязываем за заднюю стенку лицевой петлей. Следующую вот эту первую петлю мы вяжем за переднюю стенку также лицевой петлей. То есть вот у нас получился перехлест. То есть они как бы поменялись местами. И 2 изнаночные петли. То есть 2 изнаночными петлями мы начали вязать, 2 закончили. И кромочная тоже изнаночная, ну либо лицевой. Готово. Второй ряд. Кромочную мы снимаем. Далее вяжем 2 лицевые петли. 1, 2, изнаночная петля, накид и изнаночная петля. Снова 2 лицевые петли, изнаночная, накид, изнаночная, 2 лицевые и кромочная. Второй ряд провязан. Третий ряд. Кромочную мы снимаем. Далее вяжем 2 изнаночные петли. То есть мы сейчас третий ряд вяжем по узору. 3 лицевые. 1. Накид предыдущего ряда мы вяжем лицевой 2. 3 лицевых. 2 изнаночных. 3 лицевых. Лицевая. Накид вяжем лицевой.
и лицевая. Далее 2 изнаночных, заканчиваем ряд, и кромочная изнаночной. Третий ряд готов. И 4-й ряд мы вяжем 2 лицевые петли, кромочную сняли, 2 лицевые. Далее у нас идут 3 изнаночных. Из 2 первых изнаночных за передние стенки мы вяжем 1 изнаночную. Далее 1 изнаночная, просто. Далее 2 лицевых. Из 3 изнаночных нам нужно вывязать 2 изнаночные. Из 2 изнаночных петель мы вяжем 1 изнаночной. Далее 1 изнаночная просто. И заканчиваем ряд 2 лицевые и кромочная. Все, мы закончили наше вязание. И сейчас мы просто повторяем с 1 по 4 ряд. Я сейчас самый первый ряд провяжу, и вы увидите, как узор поменяется. То есть мы сейчас вот эти вот 2 лицевые петли соединим. Итак, начинаем 2 изнаночные. Сейчас нас интересуют 2 лицевые петли. Вторую петлю мы также вяжем за заднюю стенку, за правую стенку. А вот эту первую лицевую мы вяжем вот за левую стенку, то есть за переднюю. Все, готово. 2 изнаночные, 1, 2. Снова нас интересуют 2 лицевые петли. Вот эту вторую петлю мы вяжем за заднюю стенку. Вот она, лицевая. Вот эту петлю мы вяжем за переднюю стенку, то есть первую лицевую петлю. То есть вот у нас крест-накрест получился. И заканчиваем 2 изнаночными и кромочная изнаночная. Все, сейчас мы как бы завершили этот раппорт, но мы начали уже второй все-таки высоту раппорт. И сейчас вот эти вот элементы жгута, они закончены получились. Вот он получается, откуда мы начали. Вот оно начало, и мы закончили. Вот он, элемент получился. То есть поэтому, когда вы свяжете первый раппорт, узор будет совершенно непонятный. В пушистой пряже также смотрится этот узор красиво. Это его изнаночная сторона. То есть этот узор также подойдет, например, для вязания палантина. Почему бы нет? Этот узор также подойдет для вязания, например, паутинки. То есть она такая получится достаточно плотненькая паутинка. Если, например, обычная лицевая гладь вам уже надоела, поэтому такой узор тоже можно взять на вооружение. Если это видео вам понравилось, не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал, если до сих пор не подписаны. До встречи в новых видео. Пока!